Привет. Вот подписчик спрашивает, какие у меня сварочные автоматы. Вот этот полуавтомат купил уже где-то 1,5 года назад, наверное. Ну, ничего не снимал на нем, никакие видео, ничего. Ну, если спрашивает, так надо сделать. Это вот такой полуавтомат сварочный. Называется, сами видите. Gebot kaut kāds vēl Германии. Выговорить не могу такие слова, но это так. Ну вот, такой аппарат. Такой довольно мощный он. 250 ампер он дает максимальной. Ему еще интересно то, что ему еще есть и простая сварка. Не только полуавтомат. Вот. Провод вот подходит. И можно просто с электродами варить. Или переключаешь и можешь с проволокой варить. Вот это интересно. Вот это. Я с этой сваркой не варю, с электродом. Снимаю этот и все. Штекер. У меня есть еще одна сварка просто. Где сваривать. Сейчас так покажу. У нее вот идет такая проволока внутри. Килограммовая. Я такой пользуюсь. Как говорится, дешевой. У меня много не надо. Это 0,8 миллиметра. Можно ставить 0,6, 0,8 и 1 миллиметр. Ну, конечно, не такой, наверное, 1 миллиметр. У нее можно... Начнем отсюда. Ставить... Думаю, видно. Можно ставить и большую катушку на 5 килограмм простую. Потому что и ему идет без газа. Можно с баллоном варить. Вот. Ну, этот килограммовый сейчас. Здесь этот натяжитель. Наверное, не видно сейчас. Две риски такие здесь для проволоки, чтобы она села туда. Закрываешь и регулируешь подачу проволоки. Единственное, что вот, например, если свариваешь с простой этой проволокой, тогда надо оставить все как есть здесь. Где плюс и минус, там и должен быть и плюс и минус, например. А вот с порошковой этой проволокой надо менять полярность. Вот, например, вот этот считается плюс, а этот минус. Вот я их переставил наоборот. Тогда намного лучше сваривает. Ну, если надо опять с электродом варить, тогда надо все назад ставить. А так вот такая хорошая штуковина. Вот так вот с этой стороны выглядит. Вот здесь я просто поставил такую, чтобы не заходил пыль внутри. Здесь шланг вставляется на газ. Идет вентилятор. Это не знаю толком, но мне так кажется, что это подогреватель для баллона. Вставляется здесь. Точно не знаю, я не сварщик профессиональный, у меня для дома это так.
включим. Ему, например, вот это, если видно, не свалилось. Вот. Чек газ написан наверху и чек. Это означает, вы видите, сейчас на этом включу эту кнопку. О, проволока сама выходит, чтобы не надо с ручкой держать, когда новую катушку ставишь. Вот этот переключает миг и ММА. Переключаешь, когда на электродом варить. Я эти дурацкие названия не говорю. У меня просто есть полуавтомат и сварка, и все. Миги и ММ я не говорю, это мне не интересно. Кому надо, пусть и говорит. Я говорю, как я говорю. Ну, здесь вот напряжение тока. Это скорость подачи проволоки. А здесь это импульс дает. Но я толком вот это тоже сам не понимаю, потому что я говорю, я не сварщик. Может, кто знает, напишите в комментариях. Но я его выставляю всегда не очень много, где-то почти до половины. Самые нормальные сваривать, например, с 0,8 проволокой где-то на 160, от 100 до 160 ампер выходит. А самый максимум, когда 250, тогда, например, с проволокой с 1 миллиметра идет. Ну и так, и 0,6 и еще меньше тогда выходит, а с 30 до 100, наверное, было. А так сваривает вообще-то отлично, аппарат хороший. Единственное, ну, вот масса короткая, довольно такая, не знаю, 1,5 метра, наверное, где-то. И этот тоже, этот, нет, наверное, 2 метра, наверное. А тот для полуавтомата этот нормальный такой. А так вот. Ну, проволока, да, довольно дорогая, это простая выходит. Могу немножко это на паузу поставить и что-то сварить, показать чуть-чуть. Потому что нет у меня где телефон поставить, чтобы держался. Ну, немножко попробую. Ну вот, немножко сварил, все изрегулировался, это подача и все было. Ну вот так, жесть такая. 1,5-2 миллиметра такой. У нее, видите, такие, вот где он делся, вот, крапинки такие остается, как будто шлак немножко. Ну, когда очищаешь, и все нормально. Это ничего так страшного. Здесь еще так хреновато, да, вообще-то получилось. Ой, блин, горячий. Ну, я как раз собираюсь баллон покупать. Может, на следующий год куплю. Тогда будет хорошо вообще сваривать. А так я такие мелочи всякие свариваю с ней. Он хорошо прихватывает сразу и большие железяки тоже хорошо очень. Так что вот так. Так что аппарат, ну, вот такой. Может, кому-то пригодится что-то, может, нет. А я его еще свариваю его с таким. Этот у меня вообще уже такой вот на 200 ампер. Уже не показывает правильно эти амперы. Здесь регулируется. Я уже привык, как его надо. И такой.
Ручку наверху сделал, чтобы удобнее он на плечо был. А этот у меня уже лет, наверное, 8. Но этот хорошо тоже идет. И четверку, и все берет. Электрод дешевый, ну, хороший аппарат. Так что у меня вот 2 сварочных аппарата. Вот так. Нечего больше, наверное, добавить уже. Так что всем пока. Умные вопросы не задавайте здесь про сваривание и всего такого. Не знаю толка ответы их. Я просто показываю, что у меня и как дома. А не советую специально покупать такие аппараты и все такое. Я не профессионал. Еще раз, третий раз, наверное, говорю. У меня для дома хватает и как я умею варить, и мне тоже вполне хватает и устраивает. Так что вот так. Еще раз всем пока.